Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Я хотела вам сегодня показать, как вяжется патентная резинка и как вяжется полупатентная резинка. Рассказать вам, как я смотрю на разницу между английской и патентной резинкой, поскольку есть споры, некоторые утверждают, что это одно и то же, что вполне возможно, даже не стану спорить. Но я вам объясню, как я смотрю на этот вопрос. Набираем на спице 15 петель обычным классическим способом. На спицах у нас сейчас 15 петель. Кромочную снимаем. Первый ряд будет установочным. Он не относится к раппорту рисунка, но он необходим. Лицевая, изнаночная. Вяжем обычную резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Если помните английскую резинку, для нее нам установочный ряд был не нужен, поскольку делаются накиды. Почему здесь нужен установочный ряд, вам будет понятно. Закончили лицевой, кромочная, изнаночная. И сейчас будет повторяться один и тот же ряд. Снимаем кромочную. Перед нами изнаночная. Мы ее провязываем изнаночной. Перед нами лицевая. Ее мы должны провязать проколом на один ряд ниже, в лицевую на один ряд ниже. Провязали, сняли со спицы. Далее у нас изнаночная. Провязываем ее изнаночной. Далее мы провязываем лицевую на один ряд ниже, в петлю на один ряд ниже. Провязали, сняли со спицы. Далее изнаночная. Снова прокалываем петлю на один ряд ниже, вытягиваем рабочую нить, снимаем со спицы. Изнаночная. Провязываем на ряд, в лицевую на ряд ниже. Изнаночная. Провязываем лицевую, зайдя и вытянув рабочую нить в лицевую на ряд ниже. Изнаночная. Лицевая. Проколом петли на ряд ниже. Изнаночная. Кромочная, изнаночная. Следующий ряд то же самое. Снимаем, лицевую провязываем на ряд ниже, изнаночную провязываем изнаночной, лицевую провязываем проколом петли на ряд ниже. Снимаем со спицы, изнаночной, изнаночной. Снова на ряд ниже, изнаночную, изнаночной. Кромочная, изнаночная. И так повторяется каждый ряд. Сейчас мы закрываем. Закрывать будем вот таким образом. Провязываем снова в нижнюю петлю, в петлю нижнего ряда лицевую, кромочную, накидываем сверху. Далее изнаночную изнаночной, предыдущую сверху. Снова в петлю нижнего ряда провязываем лицевую, так же как и вязали предыдущую сверху. Изнаночную изнаночной, предыдущую сверху. Снова в петлю нижнего ряда провязываем,
Сверху накидываем. Таким образом и закрываем. Если сейчас вот посмотреть на этот образец и тот, что вот мы сейчас видим на фотографии, ну вот я вот не скажу, что это одно и то же совершенно, поскольку вот этот способ провязывания лицевой петли проколом на ряд ниже в петлю, он таким образом как бы стягивает вот сюда петлю, она более пышной выглядит. И, соответственно, высота ряда будет ниже у патентной резинки, меньше. Вот у нас перед нами лицевая с накидом. Провязываем ее лицевой. Одиночную изнаночную снимаем с накидом. Вот видите, вот таким образом у нас накид. За счет того, что вот этот ряд, он как бы сплющивается, вот таким образом получается, что она еще пышнее. Кстати, эту резинку очень часто называют пышной резинкой. Если кто-то слышал, кто-то знает. С двух сторон они выглядят одинаково. Эта резинка патентная. Растягивается она тоже очень сильно. Я думаю, даже еще больше она растягивается, нежели английская резинка. Поэтому я для себя, в общем-то, и разграничила эти два понятия, английская и патентная резинка, как бы на самом деле оно не было. Я не считаю, что это одно и то же. Оно и выглядит по-разному, и провязывается по-разному. Суть, конечно же, одна. Получается, что мы провязываем 2 петли. Но и тем не менее, если я вижу разницу, я их буду для себя разграничивать. То есть это патентная резинка, а английская резинка то, что провязывается с накидами. На спицах снова нечетное количество петель, 15 петель. Кромочную снимаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. Снимаем лицевую, снимаем кромочную, изнаночная перед нами, провязываем ее изнаночной. Теперь перед нами лицевая. Лицевую также провязываем проколом в нижний ряд лицевых петель. Изнаночную изнаночной, лицевую проколом в нижний ряд, на ряд ниже. Сняли со спицы, изнаночная, лицевую провязываем проколом на ряд ниже, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, снова лицевая, проколом в лицевую на ряд ниже, изнаночная, кромочная, изнаночная. Следующий ряд мы провязываем вот таким образом. Лицевую лицевой, а изнаночную изнаночной, как обычную резинку. Поэтому и называется полупатентная. То есть патентная резинка провязывается с двух сторон одинаково, а полупатентная резинка провязывается с одной стороны как патентная, а с другой стороны как обычная резинка. То есть у этой резинки, у полупатентной, уже 2 ряда раппорт в высоту, 2 ряда. То есть далее, да, мы снимаем кромочную, изнаночную изнаночной, лицевую на ряд ниже, изнаночную изнаночной, лицевая на ряд ниже, изнаночная изнаночной, лицевая на ряд ниже, изнаночная изнаночной, лицевая на ряд ниже, изнаночная изнаночной, лицевая на ряд ниже. Так до конца ряда. Так вяжем дальше, повторяя
эти два ряда. Вот таким образом будет выглядеть резинка на лицевой стороне. Вот так выглядит в нашем случае сейчас на изнаночной стороне. Как эта сторона, так и эта могут быть основным рисунком, смотря что вы выберете. Если вы выбираете эту сторону, вы вяжете так, как я вам сейчас показывала. Если вы хотите выбрать вот эту сторону основным рисунком, вам всего лишь нужно будет набрать один дополнительный ряд. Ну, чтобы традиционно вот этот хвостик был с правой стороны. В таком случае вы набираете один ряд резинки и далее начинаете раппорт. Один ряд резинка 1 на 1, один ряд пышной резинки, ну, то есть патентной резинки. Вот таким образом выглядит полупатентная резинка. Значит, вот эта сторона вот таких вот пышных петелек получается одна, а вторая сторона вот таких ровных петель. И если вот сейчас их сравнивать, патентную и полупатентную резинку, вот мы смотрим, да, сторону ровных петель, не вот этих пышных, а вот таких петель. Мы видим, что они уже не настолько вот пышные, не настолько выпуклые, по этим прям видно, они очень выпуклые, вот такие. Здесь все поровнее, по ним даже по толщине чувствуется, что вот это потолще получилась вязка. Значит, и способность к растяжению у нее гораздо меньше, поэтому часто очень выбирают именно для изделий полупатентную, а не патентную резинку, поскольку она, ну очень хорошо растягивается. Также выбирается и вот этот рисунок, особенно его хорошо используют сейчас у полупатентной резинки, именно вот эту сторону для вязания плечевых изделий. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте. С вами был канал Вяжем вместе с Мариной. Всего доброго!